Командующего воздушными силами ВСУ Николая Олещука объявили в федеральный розыск МВД РФ. Ему грозит 20 лет тюрьмы. Как следует из базы ведомства, Олещук разыскивается по статье 205 УК РФ. Это террористический акт с тяжкими последствиями. Видимо, Путин в ярости после потери очередного военного корабля с незначительными повреждениями. С вами Нехта. Все самое важное и интересное на этот час. За 4 месяца Россия потеряла 20% своего Черноморского флота. Подробности того, как ВСУ утопили очередной русский военный корабль. Спланирована операция, общая операция, это и вооруженные силы, и Госминобороны, и служба безопасности. Такие операции планируются очень тщательно. Залужный подтвердил утрату Мар'їнки и рассказал о ранее озвученных планах властей мобилизовать 500 000 українців. У противника на сьогоднішній день є така можливість концентрувати свої сили, в тому числі і артилерію, і авіаційні засоби на тому чи іншому напрямку. Перенаправить беженцев из Беларуси на границу с Финляндией контрабандистам советовали российские силовики. Я думаю, это месть России и Финляндии за вступление Финляндии в НАТО. Доброе утро, дорогие подписчики! Не проходите мимо. Если вы нас смотрите сейчас, поставьте лайк этому видео. Ваша активность говорит YouTube о том, что мы вам интересны, и это очень поможет продвижению наших видео. Итак, вперед к новостям! За 4 месяца Россия потеряла 20% своего Черноморского флота, заявил министр обороны Великобритании Грант Шепс. Он отметил, что доминирование России в Черном море сейчас поставлено под сомнение, и российскому флоту в дальнейшем не обещает ничего хорошего. Последний случай уничтожения путинского флота демонстрирует, что те, кто считает, что война в Украине зашла в тупик, ошибаются. Они не заметили, что за последние 4 месяца уничтожено 20% Черноморского флота России. Доминирование России в Черном море теперь поставлено под сомнение, и новая коалиция морских возможностей, возглавляемая Великобританией и Норвегией, помогает гарантировать победу Украины на море. Накануне летчики ВСУ уничтожили большой десантный корабль «Новочеркасск». Минобороны РФ утверждала, что он понес незначительные повреждения. Но, судя по фото, от корабля осталось немного. А пропагандистов, которые по неосторожности выложили видео с огромными кусками обшивки, которые были в Феодосии, заставили видео удалить. Тем временем, как в воздушных силах Украины уточнили, корабль уничтожили крылатые ракеты, и это была совместная спецоперация ВСУ и спецслужб. Спланирована операция, общая операция, это и вооруженные силы, и Госминобороны, и служба безопасности. Такие операции планируются очень тщательно, очень все продумывается. Нужно понимать, что нужно знать время, место, характер груза, соответственно, средства противовоздушной обороны противника. Все это учитывается для того, чтобы нанести удар сокрушительный по врагу, чтобы осталось то, что осталось сейчас от этого корабля. Вы видите по снимкам, там уже один скелет фактически остался. Ну и после такого взрыва, я думаю, что инфраструктура, которая вокруг, там, где он стоял в порту, тоже, наверное, повреждена существенно. Возможно, судообеспечение, экипаж Новочеркасский и так далее. Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный дал большую пресс-конференцию по итогам года. Главком не часто дает интервью, но тут высказался по ряду важных вопросов. Он прокомментировал заявление о планах по мобилизации 500 000 украинцев. Ранее о них говорили президент Украины Владимир Зеленский и глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия. Залужный в эфире украинского телемарафона отметил, военное командование ни одного запроса не делало на конкретные цифри. Військове командування жодного запиту не робило на якихось там цифри. І таке інше. Військове командування продовжує виконувати функцію захисту своєї держави, відповідно формує свої запити на боєприпаси, на зброю і відповідно на людський ресурс. Це робиться на постійній основі. І якимось окремим форматом, окремим якимось там заходом на безпосередньо там чи то Кабінет міністрів, чи Верховну Раду ми такого не здійснюємо. Ми здійснюємо свої повноваження відповідно до
того функціоналу, який ми наділені. Що стосується безпосередньо цієї цифри, ми цю цифру сформували. Ми цю цифру сформували, відповідно, формували і на наступний рік. Вона, звісно, враховує покриття поточного некомплекту, який виник, формування нових військових частин, а також прогнозування наших втрат, які можемо ми понести на протязі наступного року. Відповідно, озвучувати цю цифру і яка цифра стосується того чи іншого розділу цих показників, я не можу, то це є військовою таємницею. Также Залужный подтвердил, что украинские войска ушли из Марьинки. Накануне Шойгу доложил Путину о том, что они взяли город. А вот в украинском генштабе не подтверждали. Однако главком сообщил, часть подразделений ВСУ окопалась в окрестностях Марьинки, но самого города как такового больше нет. При этом для украинской армии важнее сохранение жизни людей, а не территории. У противника на сьогоднішній день є така можливість концентрувати свої сили, в тому числі і артилерію, і авіаційні засоби на тому чи іншому напрямку. І вони можуть зробити так, що за 2 або 3 місяці із міста буде те, що трапилося з Бахмутом. Ти ж сама бачила, що це таке, там міста вже немає. Тому нам дорогий кожний клаптик нашої землі. Кожний клаптик нашої землі. І будь-то Бахмут чи будь-то Авдіївка, ми будемо обороняти рівно стільки, скільки у нас хватить сил для того, щоб це зробити. Якщо сил буде недостатньо, ми будемо бачити, що краще зберегти людей. Звісно, ми таке рішення приймемо і збережемо людей. А потім відвоюємо. Основные усилия Шойгу в уходящем году были сосредоточены на достижении целей так называемой специальной военной операции. Министр обороны РФ пресс-конференции не давал даже для придворных пропагандистов. Впрочем, выступил перед своими подчиненными. Заявил о достижениях очередных целей, которые переменчивы, как весенняя погода, и подстраиваются под то, что у них там получается. На этот раз оказалось, что целью было сорвать контрнаступление Украины. Основные усилия в уходящем году были сосредоточены на достижении цели специальной военной операции. Главное из них – сорвать громко заявленное Украиной и ее натовскими союзниками контрнаступление вооруженных сил Украины. Эта задача успешно выполнена. Этому способствовало несколько определяющих факторов. Создание эффективной системы оборонительных рубежей, высокая боеспособность всех частей подразделений, надежность и результативность российской военной техники. Перенаправить арабских беженцев из Беларуси на границу с Финляндией контрабандистам советовали российские силовики. Об этом идет речь в расследовании издания «Инсайдер». Второй месяц погранпереходы между Россией и Финляндией штурмуют мигранты. Как и раньше, на польско-белорусской границе их подвозят организованными группами, а российские пограничники заботливо выдают велосипеды за деньги. Наплыв беженцев происходит под полным контролем российских силовиков. Как только беженцы прилетают в Россию, уже в аэропорту их встречает некий полковник и помогает въехать в страну. Я думаю, это месть России и Финляндии за вступление Финляндии в НАТО. Потому что это достаточно, скажем так, болезненный психологический удар по Кремлю, по Москве. Потому что ведь Путин, начиная войну против Украины, объяснял это тем, что что нельзя допустить вступления Украины в НАТО. На 3 вещи можно смотреть бесконечно. Как горят российские корабли, как течет вода и как российские артисты-патриоты пытаются усидеть на 2 стульях. Против Ивлеевой подали иск на $1 миллиард рублей за голую вечеринку. Истцы считают, что мероприятие нанесло им моральный вред. Тем временем, как интернет наполнила череда совковых покаянных видео. Лолита, которой уже отменили несколько концертов, просто шла на арт-выставку и случайно оказалась ползающей по полу в нижнем белье. Ну, даст Бог, я последний раз возвращаюсь к теме вечеринки, которую назвали «Голой». Названа она была так, конечно же, иронично. И последний раз хочу подчеркнуть, что шли мы на арт-выставку, арт-объект.
Но вот Дима Билан тоже случайно влез в окно между мероприятиями и оказался на вечеринке Ивлеевой. Впрочем, отметил, что не забыл надеть портки. А вот Киркорову ползанья на коленях перед Песковым было мало, поэтому он рассказал, что облачился в Дольче и Габбана всего-то на 5 минут и был жестоко опорочен недоброжелателями. Его видео с голым ботоксным животом в сеточку я тоже помню, и оно нанесло мне непоправимый моральный вред. В жизни каждого человека бывают моменты, когда зашел не в ту дверь. Да, я знал о мероприятии, получил приглашение, обещал прийти и пришел, но не знал о характере событий, которые будут происходить за этими дверьми, и ушел. Подробности абсолютно кринжевого и скандального события, а также другие дикие истории из жизни скрепной страны с юмором смотрите в моем проекте «Ватный хит-парад». Свежий выпуск вышел буквально вчера. Переходите по ссылке в описании к этому видео. Журнал Time опубликовал самые впечатляющие снимки с телескопа Джеймса Уэбб. Этот год стал первым полным годом его работы. Издание отмечает, что эти фото дают возможность ученым понять, как рождаются и умирают звезды, как галактики сталкиваются и сливаются, и почему некоторые звезды, которым следует жить 10 миллиардов лет, умирают всего через несколько тысяч. Джеймс Уэбб – это самый крупный космический телескоп с самым большим зеркалом за всю историю человечества. И это еще одно подтверждение тому, как можно тратить деньги, создавая нечто передовое и прекрасное, а не вбухивать миллиарды в войну и убийства, кичась несуществующим величием. На этом ставлю точку. Благодарю, что были с нами. Если вы хотите получать информацию более оперативно, приглашаю присоединиться к нашей многомиллионной аудитории в Телеграме или Иксе. Поблагодарить нас за работу можете с помощью кнопки «Спасибо» под этим видео или по ссылке в описании. До новых встреч, хороших вам новостей. Слава Украине! Живе Беларусь!